Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. В Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России. В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти 1,5 миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом. И будет правильно, если в Крыму, и я знаю, что крымчане это поддерживают, будет 3 равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учета национального состава жителей. И сегодня это современный юго-восток Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области. Заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. СССР распался. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире. Легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами. При этом они ничего в стране не контролируют. А сами, хочу это подчеркнуть, часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков Майдана. Это не шутка, это реалии сегодняшней жизни. Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством. Прежде всего, нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою судьбу. Первый раз в истории. Нам говорят, что мы нарушаем нормы международного права. Что же мы якобы нарушаем? Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединенных Наций.
в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нем отказывают. Почему? Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент. Прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что называется, своими собственными руками. В ситуации абсолютно аналогичной крымской признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций согласился с этим. И в своем решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Привожу дословную цитату. «Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности». И далее. Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости. Все, как говорится, предельно ясно. Еще одна выдержка из еще одного официального документа. На этот раз это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую. Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права. Конец цитаты. Почему-то то, что можно албанцам в Косово, а мы относимся к ним с уважением, запрещается русским, украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос, почему? Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединенных Штатов Америки, к людям, которые со времен основания этого государства, принятия Декларации независимости, гордятся тем, что свобода для них превыше всего. Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы не является такой же ценностью? Поймите нас. Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли. И рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства. Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Мы хотим дружбы с Украиной. Хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным государством. Ведь для нас Украина – это один из ведущих партнеров. У нас множество совместных проектов, и несмотря ни на что, я верю в их успех. И главное, мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие. И вместе с другими странами готовы оказывать этому всемирное содействие и поддержку. Но повторю, только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме. Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях.
порядка 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95%. А более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, российской землей. Почти 92% выступают за присоединение Крыма к России. Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.